Здравствуйте. Механизм зомбирования населения нашей страны состоит из нескольких частей. Одна часть очень весомая и значимая – это воровская идея. На этом канале она будет уничтожена. Название этого видео – это не какая-то аллегория, это именно то, о чем вы подумали. Организованную преступность в нашей стране изображают как самостоятельную структуру, независимую от власти. Но на самом деле она не только подготовлена и управляемая, но она и существует только потому, что ее искусственно взращивают и поддерживают на определенном уровне. Зачем это делается? Во-первых, чтобы оправдать огромную армию полицейских, которым нужно чем-то заниматься все то время, когда они заняты подавлением митингов и охраной высших лиц. Во-вторых, чтобы контролировать армию зэков, которых используют как расходный материал и бесплатную рабочую силу. Те, кто находится в заключении, они на данный момент представляют собой беспомощную зомбированную массу, не способную отстаивать свои права и защищать себя от вымогательства, пыток и других неправомерных действий. Если же они станут просыпаться, то они начнут понимать, что у них, оказывается, есть права, и что у них даже может быть свое мнение на какие-то вопросы. При существующем положении дел они все твердо убеждены в том, что у них не может быть своего мнения. В воровской идее все прописано, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя. Также в их чипированных мозгах прописано, что воровская идея – это самое светлое, чистое и прекрасное из всего, что было изобретено на свете. А все решения воров в законе, они священные, неоспоримые и обязательны к исполнению. Это очень выгодная схема, когда вся масса беспрекословно подчиняется приказу и даже не вправе задуматься, правильный ли это приказ. Называется это по-другому, не приказ, а прогон, но суть остается та же. Полное подчинение и жесткий запрет иметь свое мнение. Чтобы эта схема исправно работала, идет замаскированная реклама воровского уклада жизни через художественные фильмы и пропагандистские репортажи. В этом фильме Амнолов играет вора в законе. Я с короной живу и с ней уйти хочу. Ты же классический вор. Ты же четверть века как коронован, талаврик. Ты же с репутацией незапятнанной. Лавр, старики обидятся. Тут, извини меня, импичментом попахивает. Импичмент, понятно, о чем он говорит, но импичмент будет на самом деле, если захотят ФСБшники. Если не захотят, то не будет. По этому поводу не может быть никаких иллюзий для любого здравого человека, который способен трезво оценивать то, что происходит в нашей стране. Но, к сожалению, огромная часть населения нашей страны не способна видеть происходящее в реальном свете из-за тотального одурманивания блатной романтикой. Воровской закон или блатные понятия давно распространились по всей стране. Одного из самых влиятельных воров в законе современной России. В Братске мы должны были встретиться с еще одним героем, положенцем одного из городов Иркутской области. Мы познакомились с ним 3 года назад. Тогда на нашу встречу в придорожном кафе он приехал на гигантском внедорожнике с телохранителем и не разрешил мне даже включить диктофон. Приезжает в Испанию, где со своими коллегами, другими ворами в законе, организуют сеть так называемых прачечных. Это фирмы, через которые они отмывали свои доходы. Я думаю, многие молодые пацаны захотят стать такими коллегами после этой рекламы. Журналистку Сашу Сулим можно официально назначить промоутером воровской идеи по России. Самый распространенный стереотип, связанный с ворами в законе. Королям преступной иерархии запрещено жениться. Этот запрет действовал в советские годы, тогда же, когда ворам в законе нельзя было иметь паспорт и даже прописку. Но в новой России обладателю статуса вор в законе можно не только заводить семью, но и получать загран. Да что там загранпаспорт? Депутатом даже можно стать. В этом фильме вор в законе потом становится депутатом Государственной Думы. Интересно, от какой партии? Наверное, от Единой России или от ЛДПР. В ЛДПР есть депутат Джефф Монсон, который приехал из Америки. Рады вас приветствовать здесь, в Государственной Думе.
У нас фракция самые молодые депутаты, средний возраст 40 лет. Лесови Симас Васки Тараски. Независимость Российской Федерации он имел в виду. Название страны хотя бы можно было выучить. Ему дали выучить текст, показали, на какие кнопки нажимать, чтобы в Госдуме были свои люди, которые знают, на какие кнопки нажимать. Организованная преступность – это тоже часть системы, там тоже нужны свои люди. Поэтому, господа жулики, у вас будет все хорошо. Про вас будут снимать художественные фильмы и пропагандистские репортажи. Алексей Пивоваров и Саша Сулим будут доносить людское воровское в массы. Розенбаум напишет про вас еще одну песню. Но для тех, кто не захочет нажимать на нужные кнопки, для них есть статья в Уголовном кодексе 210 пункт 1. Занятие высшего положения преступной иерархии. В России с некоторых пор, с недавних, действует уголовная статья «Занятие высшей иерархии в преступном сообществе». Это, между прочим, от 8 до 15 лет. Но Саша нашла возможность рассказать про воров в законе глазами людей, которые видят их с близкого расстояния, которые многое про них знают и которые к ним со всем уважением. Автор этого репортажа Алексей Пивоваров, журналист, который работал на НТВ. Все его сюжеты очень тонко и ненавязчиво подмечают, что те руководители, которым по факту принадлежат ресурсы нашей страны, они на самом деле хорошие и не виноваты в том, что ситуация сложилась так, как она сложилась. И теперь этот журналист, который полностью лоялен власти, рекламирует воровскую идею. Зачем он это делает? Наверное, потому что это очень ценный инструмент, который нужно поддерживать в рабочем состоянии. Честный вор может совершать только уголовное преступление. Политическое преступление ни в коем случае. Это как бы считалось большим косяком и позором. Мы ничего не имеем против власти, ребята. Мы же социально близкие, никаких проблем. И все законы на это были направлены. Ведь откуда же не читать газет, да? Не заниматься политикой? Кто же мог такое придумать? Кто этот таинственный выгодополучатель, для которого эта схема является оптимальной? Вы в политику не лезьте, здесь без вас разберутся. Как распоряжаться нашими богатствами, какие должны быть ценности у населения, что хорошо, что плохо, с кем дружить, с кем воевать. Вы всего этого не поймете, мы вам расскажем. Вы, главное, придерживайтесь понятий. Пусть ваши мозги вращаются в этом ограниченном пространстве, за которым ничего не видно.